Дорогие подписчики, наше видео начнется с того, что Наташа шла навстречу, пришла не одна. И я вот даже не знаю, на ком акцентировать внимание. Но обратите внимание, какой платочек у Натальи. Да, это сколько прошло? Только месяц жизни в Египте, да? Да, месяц и чуть-чуть, и несколько дней, и все. И Наталья, как это есть слово такое? Египтянилась. Египтянилась. Она, да, я пока болела, она вижу у нее в Фейсбуке один платок, второй платок, третий платочек. Ну расскажи, как ты тут? Ну вот замечательно, встретились сегодня с Викторией, шли в какое-то очень приличное место, Виктория обещала нам завести, а пришли в какое-то, здесь тоже очень уютно. Египетский стиль, египетский под твой платок. Да, под мой платок. Виктория решила, что под мой платок нужно меня отвезти в какое-то египетское место. Тут сидят одни мужчины, тут нету женщин. Да, что ты представляешь, а мужчины же ждут тебя с красивыми волосами. Сюда женщина не заходит, особенно в платках. Только в красном разрешено заходить. Если красный платок, то сюда заходить можно. Как ты себя чувствуешь в платке? Отлично. Да? Вот такие вот платочки. Почему я их люблю? Потому что... Не закрывай микрофон, зайка. Потому что в Хургаде очень много сейчас на данный момент ветра, пыли. И мне жалко волос мой. Он у меня тонкий, светлый, и я думаю, что 1 год жизни тут, и я могу его сломать. Поэтому, во-первых, это очень большие плюсы. Ну, красивые, конечно, платочки какие-нибудь убирать, не просто платки. Сколько заплатила за такое? А вот этот, я не знаю, где он, примерно, я не платила, мне это подарок был. А ты научилась завязывать или только вот так? Это нет, это вот готовый, его не надо завязывать. Он удобный, умеешь? Потому что он шапочка. А завязывать я тоже научилась, у меня другие платочки есть, красивые такие, светлые, то есть другого цвета, вот. И, это будет от жары и от ветра, от пыли. Все, мне очень нравится, я всегда их любила. Вот. Это, я так понимаю, познакомилась с соседкой. Да, это моя соседка, с которой мы вместе живем в одном компаунде. Мы познакомились и очень хорошо дружим. И в Египте ничего не знает, в каждом районе в первый раз. Поэтому она все спрашивает, абсолютно ничего не знает. Поэтому ее канал называется «Я иду, ничего не знаю, но я снимаю». Главное, чтобы не упасть. Как твое состояние души, Наташа? Месяц прошел. Ой, я чувствую себя как дома. Да? Я была немножко, когда приехала, я не сомневалась изначально, что я буду себя чувствовать как дома. Вот. Но немножко страшно чуть-чуть было, что вдруг не справлюсь, вдруг не выживу. Вот прошло, давайте будем говорить полтора месяца. Я не стала чувствовать себя хуже, я стала чувствовать себя еще лучше. Это мое место, вот. Да? Это мое место. Я здесь задержусь надолго. Я в этом уверена. То есть, как говорят, как Бог даст, это как тут говорят? По-египетски иншаллах. Как Бог даст, но если даст, то с удовольствием задержусь надолго. Вот больше всего женщин спрашивали о работе. Тут же много людей, много разных предложений, правильно? Предложений очень много. Я хочу сказать, что тот, кто хочет работать, тот, кто хочет здесь остаться как-то на что-то, он может заработать деньги на разных видах услугах. Услуг очень много, каждый в чем-то нуждается, то есть найти можно заработок. Главное не лениться, искать. Это будет просто услуга. Это не работа, это просто услуга, оказываемая себе подобным людям. Мы тут так живем, правильно? Да, поэтому ничего такого в этом нету. Мы друг другу помогаем, но понятно, что это стоит денег, то есть не бесплатно. Поэтому каждому надо здесь выживать, и это нормально. То есть вот на такой помощи друг другу можно прекрасно жить, знакомиться с новыми людьми, и это очень даже интересно. Это даже лучше, чем пойти куда-то устроиться на работу и сидеть там. Это свой вкус какой-то. Потому что каждый раз что-то новое предложение, новые люди. Да, новые люди, новый опыт. Вот. Иногда сам не знаешь, справишься ты с этим или нет, и ты просто помогаешь человеку, просто помогаешь, и понимаешь, что у тебя хорошо это получается, и в итоге ты становишься уже
мастером в этом деле потихонечку. То есть это очень интересно, да. Потому что после твоего видео там большинство вопросов, как там Наташа, чем она занимается, как там ее жизнь. И вот, в общем, месяц. Ну, я занялась депиляцией, потому что я люблю работать с воском, с разными полимерными восками. Я раньше занималась этим, и здесь я попробовала, и у меня все хорошо получается. И ко мне приходят девочки, все очень хорошие, замечательные, всеми довольна. Вот. Я надеюсь, они мной тоже, поэтому мне нравится, что я делаю. Ну, я думаю, это очень востребовано будет, депиляция воском. Ну да, возможно, еще сейчас в твоем кабинете я видела. Да, летом, когда будет уже сезон моря, пляжей, то я думаю, что это будет более востребовано. В нашем районе. И в нашем районе, да, я на Шератоне нахожусь, и я еще иногда заезжаю в салоны красоты, там помогаю. Вот, поэтому... Ты уже прижилась? Я уже прижилась, да. Ну, молодец, супер. Я как-то помогала и нянечкой, вот, с детками маленькими, тоже очень интересно, тоже новые знакомства, новые люди. Прекрасно себя чувствую. И сколько здесь. Примерно стоит час с ребенком? Ой, это по-разному. Я да? ничего не могу сказать, потому что ситуация абсолютно разная. Где-то я готова была и просто... поиграть. Я вот недавно познакомилась с девушками в этом Гаузете. Одна убирает уже несколько лет. У нее свои клиенты, ну то есть, как бы база, она даже уже не успевает по рекомендации. А с другой девушкой взяла интервью, но интервью без интервью, потому что Гаузет. Она замужем за богатым мужчиной, говорит, за богатым мужчиной была счастлива ровно 3 месяца. Потом началось, и уже 5 лет несчастлива. То есть почему? Потому что, серьезно. А что случилось? Ну, просто нету самореализации, так предполагаю. Вот самореализации, то есть ей не давали она сидит дома, сидит дома, вот есть деньги, есть все. Ну, ситуации тоже разные. Я зависит от человека, да? Все-таки то, что пишут в Фейсбуке, и то, что мы читаем в Фейсбуке, вот эти отрицательные истории разные, это все-таки, я так понимаю, что пишут всегда, когда вот плохо, когда хорошо, никто не пишет. Потому что ко мне вот приходят девочки, они, даже большинство из них, они все замужем за египтянами, и они замужем очень счастливы. Правда, их мужья, они старше их, то есть у них официально оформленные браки, как положено, и мужья старше, и у них дети, они живут по 10-15 лет, и я была очень удивлена. То есть это очень много интересных положительных историй, и они не нуждаются в деньгах, они занимаются, не сидят дома. То есть они не сидят, они не ходят закутанные, то есть нету такого. Они занимаются каким-то своим интересом, у каждого есть свое интересное дело. У кого-то маленький бизнес. Да. У кого-то маленький бизнес, у кого-то... А кто-то вообще занимается даже серьезными делами. И есть такие, да, жены египтян. И прекрасно себя чувствуют. И нет у них такого, ничего плохого, зависит от человека, нету. Наверное, да? Кто-то сутки мало того, использует... что зависит от человека, я еще поняла, что все-таки интернет – это вот все-таки слив негатива. Потому что, мало кто, вот люди, которые заняты делом, которые счастливы, у которых все хорошо в семье, они не будут сидеть в Фейсбуке или, это примерно я так привожу эту соцсеть, и там что-то написывать, искать какие-то, то есть, вот это вот разная категория людей. Вот счастливых все-таки там нету. Счастливые занимаются делом, я так поняла. И их очень много, потому что ни одной плохой истории ко мне не пришло еще. Даже если сидеть дома, можно чем-то заниматься интересным, творчеством там. Да, вот они мне рассказывали, кто-то рисует, кто-то чем-то занимается, и все довольны. Что ты можешь сказать о наших мужчинах? Я тут их вижу, я с ними, они почему-то меня все боятся я тут. Я не знакомилась за это время. Я когда говорю Виктория блогер, они почему-то бегут. Не, серьезно, они бегут прям. Как будто бы я сейчас привяжу и буду пытать, понимаешь? Ты про кого? Про египетских или про наших русских?
по-моему, наши русские мужчины, они всегда такие, по-моему, они везде бегают. Я вот в Перепуганные. Минске, они точно такие же. В Минске, вот сколько, все мои 49 лет они от меня бегали, поэтому меня не удивляет, что Нет, они так тут смешно. бегают. Я вчера... Они просто такие. Ну, так... Вот чем отличаются русские, ну, славянские мужчины от египетских, так как славянские мужчины от нас бегают, они всегда бегали от нас и везде Так я ничего ему не бегают. предлагала, только на А YouTube. египетские мужчины, наоборот, они за нами бегают, они поэтому нам и нравятся, мы их за это и любим, потому что они, как самцы, за нами охотятся, они бегают за нами. А за славянскими нам, девушкам, приходится самим охотиться, бегать. Ну вот здесь та же история, вот они приехали сюда в Египет и ведут себя, ну, как славянские мужчины. Да, уже можно рассказывать про наших мужчин. Я уже так устала от них. Вот я сбежала от наших мужчин сюда, в Египет. Нет, не к египетским мужчинам, я просто от них, вот как женщина, которая разводится, в каких-то случаях она сбегает не к другому мужчине, с которым она познакомилась, либо там изменяла с мужем, она просто сбегает от своего мужа хоть куда. Так вот, я точно так же сбежала от своих мужчин сюда, в Египет. Хотя за 1,5 месяца у меня времени не было с ними знакомиться. У меня были другие совершенно задачи, поэтому я ни с кем я не знакомилась. И пока у меня нет такой потребности. Может быть, как-нибудь. Вот. И то есть насчет славянских мужчин, они здесь, конечно, тоже в Хургаде показывают себя не из лучшей стороны. И иногда за них Мягко говоря. очень стыдно, больше даже, чем если сравнивать плохие истории про египтян и сравнивать истории про наших мужчин, то я думаю, что наши мужчины более неприятные показывают моменты. И в отношении, ну, особенно в отношении к женщине, особенно. То есть почему-то, приехав сюда, они думают, что они на расхват здесь будут. И они ведут себя настолько хабалисто, настолько неуважительно. И вот у нас даже был пример. Они никому не интересны. Они, да, никому не интересны, их это как-то злит, и они такое чувство, что срывают свою какую-то ненависть. Ну вот они и были такие. Я вот в Минске, наши минские, не все мужчины, но как бы основная часть их, они, у нас культура не привита какое-то такое вот ухаживание, какое-то вот уважительное отношение. Я даже не могу выразить вот это вот чувство, когда в свои 49 лет мне наши мужчины указали мне, что я уже не котируюсь как женщина, и я уже не интересна в свои года никому. И вот они, вот эти же мужчины, приехав сюда, в Хургаду, они мне здесь вместо комплиментов, вместо ухаживания, то есть я-то им нравлюсь, я-то понимаю, то есть они хотят со мной встретиться, там, на свидание пригласить, и они даже этого не могут красиво сделать. То есть они не могут найти нужных слов, они вот так вот как-то хабалисто начинают предлагать напрямую секс, например. Это отвратительно, то есть это ужасно. Придурки. Иногда думаешь, господи, но поучитесь вы правильно вести себя у тех же египетских мужчин, которые никогда не позволяют себе вот так вот относиться к женщине, вот так вот хабалисто подходить к ней, вот так выкладывать свое хозяйство прямо на стол и смотреть такими вот глазами, ну, я не знаю, как это называть. Не то, что... Придурки, короче. Глазами придурка и надеяться на то, что я вот сейчас все брошу и... Наталья, я могу поставить диагноз. Диагноз называется кретинизм. Кретинизм какой-то, да. Ну, я не знаю, почему это происходит у наших славянских мужчин. Вот мы с Милой были на... Недоразвитость. Слабость, недостача гена одного. Как это называется пляж на Шератоне за 25 гине? Как называется пляж? Мимоза? Или Рамоза. Рамоза. Мимоза. Были на пляже Рамоза, и там местные пляжные мальчики, это славянские мальчики.
Вот, и вот эти славянские мальчики, ну, они в возрасте уже им 50, 55, 60, они такие все пляжные мальчики, и вот они к нам подкатывали с Милой, помнишь? Отвратительно, просто отвратительно вот это поведение, когда они прям вот сразу пытаются как поцеловать, изнасиловать тебя. Ты ему что предложить, сказала? Прям снять свое... Да ты что? свою Сколько лет одежду, им? ну вот, и вроде бы люди респектабельные. Сколько выглядят- лет? Ну, сколько ему лет? Ну, 58, Нет, я 55. думаю, ближе к 60. Да вы что? Ну, он Так надо такой- видео про него снять. Но он выглядит очень хорошо, он следит за выглядит собой. хорошо, отлично. Он отлично выглядит, у него И вот тело вот они очень у меня ответили. хорошее, но его поведение это отвратительно. То есть Наташа, ты скажи, иди к Виктории, она тебе поставит диагноз. А то скажешь, умрешь и диагноза знать не будешь. именно поэтому вот все задают вопрос, а почему мы любим египетских мужчин? Ну, потому что совершенно другое отношение, абсолютно другое. Я такого хамства в свой адрес нигде не слышала и не видела в Египте от египетских мужчин ни разу. Такие, вот так вот. Мы поговорили о славянских мужчинах, вспомнили. Так я могу откуда- прийти еще фильм снять. Откуда сбежали мы? Я могу Бежали, фильм мы еще от них снять. сбежали, потому что вот так Есть вот. Придурки. Фильм «До». Что По можешь? поводу египетских мужчин, Вообще, да, выводы. выводы мои, они замечательные. И не замечательные, просто нужно уметь правильно выбирать мужчину, а так как наши славянские женщины не умеют вообще, никак, они не обучены даже выбирать этих мужчин ни у себя на родине, и не только славянские, и европейские, мы не умеем выбирать мужчин, поэтому мы неправильно их выбираем здесь, в Египте. Также выбираем какой-то мусор, какое-то нехорошее отношение к себе. И считаем это нормально, потому что мы к этому привыкли, мы росли в этом нехорошем отношении к себе. Поэтому мы, приезжая сюда, подбираем мусор и считаем это за нормальные отношения. Вот. А на самом деле, вот мои клиентки, которые ко мне приходили, замечательные женщины, большинство из них было замужем за египтянами. У них официально оформленные браки, все как положено. Они живут уже по 10, по 15, по 20 лет в браке, у них есть дети. Они живут очень хорошо. Что такое очень хорошо? Это не означает, что у них очень много денег. Нет. Они рассказывали мне очень интересные истории, когда случалось в семье разное. Даже когда муж терял работу, бизнес, вот, и приходилось как-то и мужа поддерживать, и родители жены пытались, вот мне рассказывала одна моя клиентка, ее мама с папой пытались в этот критический момент, когда случилась неприятность в семье у мужа на работе, пытались помочь своей дочери финансово. Так вот, муж отказался и запретил жене брать деньги у ее родителей, да? потому что он сказал, это неправильно, это нарушение как бы всех законов. Он мужчина, и он деньги добудет. И он спросил у своей жены, разве ты голодаешь? Нет. Ну, возможно, нам просто не хватает денег на что-то большее. Вот. И я буду максимально выходить из этой ситуации. И он вышел со временем сам. То есть, как бы, к чему я это говорю? Что в Египте действительно есть очень много замечательных мужчин египтян. И это все зависит от человека, а не от национальности. И таких историй я слышала очень много. И вот от своих клиенток я слышу только все положительное. Как-то вот мне с ними везет. Они не сидят на соцсетях и на фейсбуках. Вот, и они заняты, да, все интересными делами. Кто-то бизнес никто не ведет тяжелый, сложный, все занимаются просто интересными делами, творчеством каким-то для души, помогают мужу. И вот они рассказывают так, что жизнь у них прекрасна, что муж полностью заботится о них. И многие были женщины, которые приняли мусульманство и не жалеют об этом. Ну, это разговор уже, я не хочу об этом говорить, потому что это дело каждого.
То есть вы такое, что хорошие мужчины, они стремятся к семье, к созданию Хороший семьи, мужчина, да? он не только стремится к семье, он полностью всеми фибрами своей души стремится сделать женщину счастливой, дать этой женщине что-то, он хочет ей дать, и он дает, он уже в процессе, он уже изначально дает, даже когда знакомится, даже когда ухаживает, вот, то есть это уже видно, это уже по общению здесь и сейчас, в тот же день знакомства видно вот это его отдача, то, что он дает, а не то, что он обещает, вот, а наши женщины привыкли к тому, что им обещают, и они вот, им надо, чтобы пообещал, вот самое главное, ой, да, он мне пообещал, вот он мне говорил, вот он сказал, сделает вот это. Вот мы привыкли жить на потом. Это мы привыкли, это не египетские мужчины употребляют вот это слово, как там завтра? Букра. Букра. Это проблема не египетских мужчин, это мы так постоянно живем, славянские женщины. Вот. А они просто используют это слово, потому что мы на него ведемся, потому что для нас это нормально. Вот. А для нормальной женщины это вот, как можно сказать, халас, как нарушение вот это вот, запрет этот. Харам. Харам или как. Угу. Еще не изучила арабские слова все. Вот. Поэтому нужно быть очень предельно аккуратной, внимательной. И нужно просто уметь выбирать мужчину, видеть их. Не надо даже длительное время на них смотреть. Их видно прямо вот в первый день. Он либо дает, либо он хочет дать, и он дает, либо он обещает. То есть вот все, третьего не придумано здесь. Это очень все просто.